Как вести помидоры два ствола? Вот это не нужно, он всю силу забирает. Вот такая вот у нас корневая система. У вас тут еще никто не крякает? Хорошая ты, да. Хорошая. Будем начинать охоту на того дикого зверя, который топчет наше тыквенное поле. Друзья, всем огромный привет! Мы с вами встречаемся на тыквенной ферме. Смотрите, какие у нас тыквы просто буяют. О, листы, как я не знаю, как огромная противень. Нормализуется погода, больше сильных дождей не передают. Начинает все подсыхать, и нужно срочно, мы выехали уже под вечер, отложений нет. Нужно покосить тыквенное поле наше, потому что, ну вот, где-то вот так вот хорошо, вот это кормовые тыквы, а вот там дальше как бы еще маловатые листья. И я уже в прошлый раз говорил, один раз мы покосим. Да, все, мы уже не влезем. Наверное, один раз мы еще покосим, и дальше, ну я не знаю, обещать не буду. Но самое интересное, что у нас такой сорняка, на самом деле очень мало. Лебеда пошла. Ну, это вот лебеда идет. Поэтому, чтобы у нас лебеда не была с палец такая, и мы потом тут не ходили, ее не драли, она как дерево растет. Нужно сейчас это быстро скосить. Ну, может, если еще позволят потом листы, мы еще Я думаю, что уже все. Тем более, если мы сейчас скосим и даст жара, она эти все корни подпечет. Вот. Поэтому я сейчас в тыкву ухожу, а Яна будет двор косить. Ручной газонокосилкой. Смотрите, везде лебеда. Она, если честно, хорошо и так вырвать. Но лучше мы скосим. И это же неплохо. Пускай будет лебеда, чем суволока. Там вот видно везде. Это все лебеда.
Пришла я сюда, там я уже все скосила и увидела, что наша кукуруза зарастает лебедой. Покосить ее нельзя. И я подумала, что я ее повырываю. Ну так же Лебеду, да? А? Лебеду. Ну, лебеду, не кукурузу. Но мне кажется, так будет лучше. Лебеда же имеет свойство вырасти вот так, с таким вот стволом, Ну, конечно. огромная, вот такая прям. Она мне прям в рост вырастет, понимаешь? Но я боюсь, что кукуруза не победит ее, потому что лебеда уже выше кукурузы. Мгм. Там где-то даже, мне кажется, ну, Глушит она, да? заглушила кукурузу местами. Поэтому я там еще чуть-чуть отступила. Ну, в общем, сейчас пойду. Пока ты покосишь, еще пропалю. Хочу напомнить или сказать, новые зрители не понимают. На хуторе мы в этом году по весне перепахали огромное-огромное поле наше, 25 соток. И приняли решение, что мы посадим тыкву. Тыква у нас разнообразная, кормовая, сладкая, голосеменная тыква. Вот, посадили мы сюда более 2000 семечек. В общем, у нас в каждой лунке по 4, по 3 тыква растет. Вся она благополучно взошла. Вот. И она начинает зарастать. Косим мы второй раз. Но немножко радует то, что растет здесь лебеда, не растет здесь суволоки. Есть она, но она минимальна. И как бы в принципе это хорошо. Потому что, во-первых, мы сейчас скосим, и уже тыквы у нас большие разрослись, и надежда то, что оно все зарастет, и все. Сколько мы соберем урожая, какой мы соберем урожай, мы сами не знаем. Вот. Помимо этого мы по краю посадили еще кормовую кукурузу, обычную кукурузу для курочек, соберем ее потом и будем кормить наших курочек в деревне. Ну вот как-то так, чтобы вы понимали, какая тут ситуация происходит у нас. И я тоже все. Теперь я жду комментариев, кто в меня не верил, что я за сегодня смогу скосить все это поле. Ну, 100% уже. я весь такие двор. комментарии, что руки положишь. Нет. На самом деле, вот лебеда, она еще такая мокрая. И она косится вообще легко. Единственное, что вот набивается грязь сюда. Это шумок. И этот щиток такой тяжелый становится. Это спортзал просто. Молодец. Но Справился. на моем счету очень много смертей. Каких? Тут столько жаб, Ага. столько лягушек, вот таких вот. Больших прям. Просто даже мне по лицу брызгали, наверное. Ну я ж их не видел. Просто большие вот такие. Сюда, вот, если то надо сейчас идти. О, кот пришел. Все, получается, мы сегодня вот приехали с целью скосить все. Мы и скосили все. И ты еще в огурцах усы пообрывал, да? Да.
Поэтому ты со своей задачей справился, я со своей задачей справился. Очень сложная, такая тяжелая. И мы давно ждали этого. Нам не давали дожди это сделать. Но мы справились. Теперь мы можем ждать, когда она заново зарастет. Не, не надо. Надо ждать, когда тыква вырастет большая. Ну, теперь можно позаниматься какими-то другими делами. Я сильно, да? Очень. Как этот, как ежик. Все лицо. Как одуванчик. С меня можно сдувать сейчас.
Ну, что на сегодняшний день? Прям явных ухудшений я не вижу. Вот. И уже что? Уже мы полностью не будем закрывать теплицу на ночь нашу. Такое у нас принято решение. Сейчас погода налаживается, перестали быть дожди, и будет у нас жара. Теневку пока не накидываем. Причина чего? Причина того, что у нас рядом сад. Вот сейчас раннее утро. Здесь посветит, ну, несколько часов утром солнце. Далее от сада пойдет на теплицу тень. В прошлом году была накинута. Посмотрим. Мы же ее накинем в любой день, в любую минуту. Пока как-то так. Сегодня нам нужно полить теплицу, мы ее удобрим, покажу чем. Будем что-то пытаться делать, как явно такой болезни навряд ли. Много кто написала, просто дефицит питательных веществ, листы нижние отдают все, и в общем вот такая штука происходит. И нам надо посадить вот эти вот все пасынки. Все, что останется, уедет с нами на хутор. Высаживаемся, и вот такая вот у нас корневая система. Остатки поедут на хутор. И сейчас, перед тем, как высаживать, прольем всю теплицу и внесем удобрение монокалий фосфат. Устраняет слабое развитие корневой системы, побурение краев листьев, что у нас есть, ржавые пятна на листьях, они у нас тоже есть, недоразвитие бутонов. Писали сообщение, как вести помидоры до ствола. Расскажу наглядно на помидоре. Вот у нас идет помидор. Завязывается первая кисть. Под первой кистью идет пасынок под листом. Вот. В основном помидоры сами показывают и разделяются идеально вот так вот на два ствола. Если этого не происходит, всегда вы должны знать, первый пасынок под кистью — это второй такой хороший пасынок, который дает второй ствол. Все, что до этого, мы пасынки убираем. Далее. У нас развилось на два ствола. Все точно так же. Под каждым листом, над каждым листом будет идти пасынок. Мы его срезаем. И все, и вот так вот выводим в две головы. Ну, кто хочет, может, в три головы. Но в основном все помидоры ведутся в два ствола. Некоторые ведут в один. Но самое популярное ведение помидора — это в два ствола. Вот так все легко и просто. Под первой кистью самый первый пасынок остается на второй ствол. Все, больше никаких секретов нет.
Также формируем наш перец. Он развивается сам на 2 вот такие вот развилки. Все, что до, должно вот так вот, пасынки, листы должны вот так вот обламываться. Их не должно быть. Далее у нас есть в середине соцветие, которое убирается. То есть оно не дает перчина, вот эта вот середина, не дает развиваться этим перцем. Это все, что тут уже находится, мы оставляем. Вот идет наша развилка, перец развивается на 2. Вот это не нужно, он всю силу забирает. Он вырастет, перец тут вырастет, но тут не будет расти, будет меньше перцев. Кто продает, тот оставляет середину, и эти перцы продаются. Но мы же не для продажи, мы убираем эти. Все, оставляется вот так. Сейчас еще нужно проверить оттяг. У нас курица сидит на 3 яйцах. Баба сказала, каждый день, 2 раза на день проверять, чтобы где не закрякали тут. Она такая курица, такая, знаешь? Это тебе не индюшка. Чернухи. Все чернухи такие конкретные мамки. Здравствуйте. У вас тут еще никто не крякает? Хорошая ты, да. Хорошая. О, ну же темное какое-то, слышишь? Мне кажется, сегодня кто-то вылупится здесь. Лицо темное. Не знаю, посмотрим. Хорошая ты. Сиди. Сиди, красотка. Будешь скоро с утятами гонять. Меня гладят. Буду лучше их высиживать, чтобы сегодня вылупились. Может, почаще будут гладить. Здесь пока еще никого нету. Но сейчас мы пойдем впервые закладывать инкубатор. Мы никогда так не делали. Но это Яна будет этим заниматься. Ну что я? Ты видел? Я даже не видел, как это делают. Вот. У нас подписчики наши хотят у нас купить цыплят уже. Поэтому мы заложим инкубатор. Будем закладывать тоже брам. И 3 утенка. И 3 утенка. Себе. Поэтому пошли. Даже волнительно немножко. Тебе нет? Не знаю. У тебя будут свои цыплята, Ага. которые будут где-то жить там. Tryb inteligentny AI. Smart Mode. Smart Modus. Mode intelligent. Modalità intelligente. Modo intelligente. Умный режим. Как вы все уже поняли, у нас в нашей семье появился новый помощник. Но это не мне помощник, это уже нашей бабушке Тане, Татьяне Павловне. Я думаю, что она заслужила, чтобы ее ручки всегда были чистые, чтобы она в уборке не заморачивалась. И мы ей дарим вот такой вот беспроводной 3-в-1 пылесос, который пылесосит, моет и сам за собой, как говорится, убирает. Беспроводной 3-в-1 пылесос фирмы Uwont D500 собирается очень легко. Просто надо к швабре, самому основанию нашего пылесоса,
подстегнуть ручку, и он полностью готов. Как вы видели, упакован идеально. Просто любая транспортировка, ничего не побьется, ничего не повредится, все герметично, все надежно. Помимо того, что приходит пылесос, к нему приходит моющее средство, чем чистить пылесос. Также к этому пылесосу можно дезодорирующую палочку. Это палочка, можно сказать так, фильтр, который устраняет неприятные запахи. Бак для воды и HEPA-фильтр не установлены. В пылесосе очень удобно. У нас одна колба, где собирается грязная вода, где заливается отверстие для чистой воды, и также вставляется наша дезодорирующая палочка. Дезодорирующая палочка стерилизует воду, что убивает все микробы и неприятные запахи. Все просто, все в одной конструкции у нас хранится. На экране дисплея отображается уровень заряда, режим очистки, режим стерилизации, индикатор неисправности. Данный пылесос производит и сухую уборку, и влажную. Чем хорошо? Тем, что обычно что мы делаем? Пылесосим, потом моем полы. Здесь так делать не надо. Здесь сразу же и пылесосите, и моете. Ну и так как мы любим эксперименты, дабы показать, как работает этот пылесос, мы сейчас поэкспериментируем. Он убирает песок, крупы какие-то, что-то разлили, что-то дети намусорили. Уберет все за один раз. Если уже экспериментировать, будем по-крупному. Возьмем сахар, возьмем соус, возьмем молоко и муку. Я думаю, что это частые продукты, которые рассыпаются на кухне. Вот так вот мы, не жалея, всего побольше, дабы как будто, я не знаю, дети у нас готовили на кухне. Начало зарядки. Управление очень простое. У нас две кнопки. Кнопка включения и переключения режимов. У нас 3 режима. Умный режим, максимальный режим и сухой уборки. Все очень просто. Также к пылесосу, как вы видите, входит станция, которая его полностью обслуживает. Станция вымывает ролик в канавку, туда попадает много воды. После нашей уборки ролик очень хорошо моется и дальше высушивается при 65 градусах. То есть ролик будет всегда сухой, не будет никакого запаха. Также дополнительно ролик можно обслужить. Снимаешь, что-то здесь остается, водичкой смыл и назад поставил. Все, что после уборки от нас требуется, это достать этот контейнер, вылить грязную воду, помыть и назад поставить. Все. Больше делать ничего не надо. Ну а где приобрести данную модель пылесоса, мы оставим все ссылочки в описании. Переходите, ознакомьтесь. Получается, там две такие глубокие, или которые по бокам. Воду
В эти тоненькие, которые потоньше по бокам, да? Все, мы разобрались. Сейчас идем домой, к бабушке. Уже там поставим, чтобы уже у нас там дети не трогали, потому что будут бесконечно хотеть посмотреть в этот инкубатор. Сейчас нальем водички, напишем число, сложим яйцо, и через 21 день будут у нас появляться цыплята. Поэтому это уже совсем скоро. Будем в основном мы этим заниматься. Сейчас бабушка вернется, потом бабушка снова уедет. В общем, это будут наши дети. Вот. Так что с почином нас никогда я инкубатор не закладывала. Видела, бабушка закладывает. Вот, все объяснила. Все оно будет и само ворочаться, и мы будем ворочаться. И объяснила, как влажность проверять, доливать, когда водичку. В общем, все легко, в принципе, и просто. Поэтому идем, будем писать дату и закладывать. У нас, это необычные куры, это порода Брама. Кому интересно, может почитать, что это за порода. Она необычная, у нее высокие лапы. Она более такая идет мясная порода, то есть там курица достигает, петух, по-моему, 7 килограмм, в общем, большие. Мы еще петухов не рубали, но вот-вот у нас там в хоздворе лишние есть, мы зарубаем и, возможно, взвесим. В общем, это такие мясистые, они даже ходят, вот вы видели, они ходят такие вот так вот и медленно, они такие, они необычная курица, обычная курица, ее выпускаешь, она несется, да, эти такие аккуратные, спокойные куры. Вообще совсем другие куры. Так, все. Выходит у нас 33 куриных яйца и 3 утиных. То есть в инкубатор 36 яиц. Из них у нас 26 заказанных цыплят. Это все остальное куриное на всякий случай. Так, у нас еще остается 6 яиц. Мы будем собирать, отправлять. У нас заказы еще, помимо на цыплят, есть еще много заказов на яйца, поэтому... Брамы у нас сейчас несутся по-разному. То 8, то 9, то бывает и 10 яиц. Поэтому все пособирается быстро. Все, двойная запаковка идет. Приехали сегодня не дни, у нас гости. Приехала моя мама. После покупки нашего хутора, она тут еще ни разу не была. Она у нас уже пару дней в гостях. Решила, сказала, надо смотреть, что там у нас. Так что сегодня вот такой вот будет приезд. Взяли шашлыки. В общем, пикник у нас будет. Отдыхать будем. Может, не полностью, не знаю. Сейчас придумаем себе работу. Но вот как-то так. Приехали с детьми, с твоей тещей сюда. Будем отдыхать. Вас уже так заплетает. Вот, домик. Пошли дом покажешь.
сегодня у меня, смотри, какой помощник. У тебя куча помощников. Нет, тапская твоя будет. Чего это? Мне одного хватит. Пошли. Я тут в гвозди собираю. Привет. Привет, подписчики. Мы сейчас на хуторе. И вы знаете, что мы ехали сейчас на хутор и видели ваш дом. Да, мам? Можно. Сколько тут много воды. Вот пузырек. Он должен быть между этими полосочками. Если пузырек ближе в эту сторону, Она выше. значит эту сторону нужно опускать. Видишь, насколько? Поэтому тут нужно подстучать. Я думаю, уже хватит. Класс. Да, все. Я даю корову. Погоди. Если уже делать, то делать с толком. Правда? Ну да. Ну, заморочиться, конечно, надо. Но так будет эффективнее. Потому что тут вокруг вырастет вот так вот. Привет. I love you. Это же я придумала. Хорошо. А в другом классе, может, какая? Нет? А что, все такие не нравятся? А где ж ты себе невесту тогда найдешь? Ну, а в параллельных классах, там же тоже девочки есть. И что, никто не нравится?
Сейчас скажу, он не как обычно какой-то. А я хочу себе в лицо. Хорошо. Да. Подписчики. Инцидент. Инцидент номер 1. Мика, не обливайся сильно. Я боюсь, до самого как там глубоко, наверное. Вот теперь огород, в принципе, готов на 100%. И только у меня теперь проблема. Что мне в эти все посадить грядки? Я еще не придумала. У меня задача вообще, я сейчас сижу, крашу и начинаю соображать, что мне делать. Не знаю. Сейчас вот мы привезли пару помидор, посадим в пасынки. Есть у меня фасоль. Стручковая, такие длинные стручки. Давай посадим в одну. Давай. И так красиво мне сделаешь, чтобы она так вот заплеталась, да? Вот. И не знаю, что еще. Дима, идем сюда. Или лица покажи. У меня сама идея. Конечно, может... Так хорошо обливаться. Бутылькой свое лицо. Чура, я свое лицо. Ау! Как холодно! Зачем одежда? У меня перчатка порвалась! Вот эта земля, которую нам привезли, на ней, смотри, тоже чисто лебеда пошла. Ну, И у нас на поле чисто лебеда пошла. Знаешь почему? почему? Мне стало интересно. Я смотрю, здесь исключительно лебеда. У нас на поле исключительно лебеда. А до этого была суволока. Суволока растет на заброшенных полях и на неплодородных землях. А лебеда – это первый знак того, что земля плодородная. У нас такая сочная лебеда. Поэтому у нас земля там 25 соток плодородия просто. И здесь тоже. Нам когда привозили, сказали, что земля очень хорошая, исключительно в грядке, ни с чем не мешать и ничего не добавлять. Ну да. Пожалуйста, нас не обманули. И тогда. Знаешь, что Тимур говорит?
Прямо здесь бассейн сделаем. Прям бассейн. В смысле? Вот бассейн. Я даже не знаю. Может быть, декоративный какой-нибудь прудик там. Ну, точно не бассейн. Ты купаться будешь? Ну, не знаю, нет, наверное. Это ты сейчас сама придумала? Не, ну я просто предположила, что можно. Ну, точно не бассейн здесь. Ну да, кстати, можно спланировать. Устав младенца глаголит истина. Ага. Ну да, кстати. Погодите. Не, нам песовка. Нанство. И что мне теперь делать? Вопрос. Все, пересаживай. Пересаживать? Угу. Как? Чем мы тут будем подвязывать? У меня есть пара пасынков, которые я сегодня срезала, потому что мы, получается, практически все рассадили в теплице. Поэтому для них я возьму корневин, окуну их и в землю. И у меня еще пара штучек осталось с корнями, их не буду окунать, поэтому не знаю. Ну, писала много кто, что просто в корневин и в землю. Я надеюсь, что они вырастут. Я Корневин думаю, должен да. все сделать. Эксперимент. Ну, это не эксперимент. С пасынков, пророщенные в воде корнями. Ну. И тут чисто вот сегодняшний пасынок, прям сегодняшний Да, обрезанный, вот и сегодня мы- уже садим его. Корневин. Может, больше я окуну, чтобы вот тут, да? Ну, наверное, да. Вот как будешь садить, наверное, такие окунай. Тогда садим сюда спаржу или это оставим на этот, запасанкуем еще. Что-то тут патиссоны, которые мы высаживали, проросшие, что погибли у меня. Не понимаю. Чего? Оставим тогда ее. И пасынки нарежем сюда. Помидоры будут. Еще? Да. Посади что-нибудь другое Будет- туда. А вот, пошли те дальние. Посадим спаржевую фасоль, которая растет вот такая. Идем. Так и сюда ее посади. Ну подожди, давай те займем. А если что, сюда помидор, туда помидоры, еще сюда 3 помидора отрежем. Пошли. Я не знаю, как мне расположить. Куда идем? Да.
хотя бы один раз я стараюсь тут обкосить. Потому что где-то с детьми приезжаем, где-то сами. Удобно подойти, а так тут вот на тропинке это место для клещей. А так сейчас будет красота, тут вообще просто неописуемая. Как это работает, пап? Будем начинать охоту на того дикого зверя, который топчет наше тыквенное поле. Так он тыкву не трогает. Это что за зверь? Лось? Я сейчас там докосил озеро, Ну, но там так красиво. ну, Приехали там местные жители рыбачить. ну. Знаешь, что они словили где-то на днях? М. Черепаху. Да ну, Представляешь? На удочку. это как? Ну, Она так клюнула? черепаха клюнула. Ну, вот такая вот где-то. И что, они с ней выпустили? Да, кстати. Ничего себе. Они говорят, что тут вот в такую солнечную погоду, если прийти туда влево, приходишь к озеру в левой части, можно смотреть, как они сверху плавают. Реально? А что мы никогда не видели? Я не знаю. Может, они сейчас где-то развелись и рыба клюет. Все срочно эту Борщ. лодку чини. И кого мы будем Да, ловить? на лодке красиво будет смотреть. Угу. Пошли лося ловить. О, лося. Огромного. А я видела. Я короче, видела как. Там. Вот, смотри, пап. Ступень вытекает. Ступень? Все, будем тут ставить. Да, пап? Да. Еще бы лизунецем сюда. Не знаешь, сколько сейчас лизунцов вырастет. Оранжевых. А может еще немножечко? Так, а так мы, мы так увидим чистоногие его, нет? Чего? Нет? Низко, я имею в виду. Низко. Нормально? Да. А если тут мало только ставить вот так вот лизать? А, я понял. Вдруг это будет. Будет молоток лизать. А, я понял. А вдруг... Ой, Все, мы собираемся. в смысле? Теперь тыквенное поле готово на 100%. Ура, я Мама нам помогла вспалоть его, я еще там чуть-чуть где-то затесался в конце. Тоже помог. Поставили фотоловушку, сделали Яне огород, даже его почти до конца засадили. Опять! Скосили озеро. Там сейчас так красиво, вообще просто красотища неописуемая. Пожалуйста, помогите. Ну, пожалуйста. Привет. Ой. Тимур, помоги. Ты как черепаха. Помоги, Тимур. Ну не балуйся, вставай. Не Все ты можешь. Вставай. Специально так делаешь. Нет! Ника. Дети, вам понравился сегодняшний день? Да, очень сильно. Да. Самое главное. Замечательно. Ну как? Красиво, молодец. Хорошо, да, там? Да. Вот там сейчас дети приехали на озеро. Можно походить детям? Ну, видишь, я прям Ну, как чувствовал. да. Все, дорогие друзья, закончим на этом ролик. Такая практически хуторская серия. Давно таких серий не было. Практически все время на хуторе. Сделали очень важную и очень хорошую такую работу. И отдохнули вот так вот. Семейством Да. Мама выехали. сказала, я говорю, отдохнем, шашлыки поедим. Да. В итоге все в поле промололи. Вот так мы отдыхаем. Так вот мы отдыхаем. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы вас всех любим, всех обнимаем.
Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.